Дорогие братья планеты Земля, я Иларион. Я с великой радостью снова принимаю участие в путешествии прощения. Зеленый луч – это луч исцеления, это луч равновесия. В этом путешествии, которое вы совершаете, многие энергии очищаются от ваших душ и, следовательно, отражаются на ваших собственных физических телах. Зеленый луч – это луч, который уравновешивает каждую точку, приносит изначальную энергию в каждую клетку. Каждое прожитое мгновение, в котором вы практиковали что-то вопреки свету или что-то, что практиковалось против вас. Хранение этого момента, этой энергии происходило в теле в то время, в том воплощении. Но это также отмечено в душе. Старые души – это чрезвычайно деформированные души. Почему деформированные? Потому что мы едва ли видим светлую, чистую душу такой, какой она была создана. Там так много препятствий, блоков, которые накапливались с течением времени, что душа фактически теряет свою форму и теряет свою сущность. Это как если бы у вас была кукла. Кукла, с которой играют ваши дети, и они слепили несколько шариков из глины и приклеили их вокруг этой куклы. Придет время, когда этой куклы уже не будет, она будет казаться только бесформенным и совершенно странным глиняным шаром. Так что привнесите этот образ в свои души. Подавляющее большинство – это души, которые потеряли свою идентичность, потеряли свою первоначальную форму, потому что есть так много моментов, так много блоков, так много негативных энергий, которые они несут, что мы больше не можем видеть сущность самой души. Итак, это еще одна часть этой работы. Каждая энергия прощения или извинения, с которыми мы действуем, очищает то место, где хранилась эта энергия. Итак, представьте, что нам или вашим душам нелегко избавиться от всего этого процесса. Потому что прошло много лет, много веков, некоторые даже тысячи лет, в течение которых это укоренялось, склеивалось, окаменело. Очищение энергии есть снятие этого груза с души, чтобы она больше не несла его и становилась понемногу светлее и чище. Теперь вернемся к той кукле. Если вы через некоторое время, когда глина затвердеет, попытаетесь отмыть эту куклу. Не водой, потому что это было бы легко, но, беря кусочки этой глины, вы рискуете в какой-то момент повредить куклу. Потому что глина настолько вросла в нее, что когда вы вытаскиваете кусок, выпадает и кусок куклы. Таким образом, действие зеленого луча заключается в регенерации этой точки души. Нужно провести регенерацию, недостаточно просто пойти туда, снять энергию и все. Нет, эту точку нужно восстановить, чтобы душа начала обретать собственное равновесие и свою изначальную красоту. Действие зеленого луча в каждом из вас. В этот момент, на каждом повороте, было и будет этим перерождением на уровне ваших душ. И почему бы не сказать, на физическом уровне также. Потому что многие чувства, которыми жили ваши души, сегодня отражаются в вашем физическом теле. Многое из того, что вы чувствуете, что у вас есть привычки, исходит не из этой жизни, исходит из вашей души. И такой дисбаланс нужно исправлять и в физическом теле. Нет смысла очищать душу и делать физическое тело больным. Такова роль зеленого луча. Она заключается в том, чтобы принести баланс в каждую клетку, очистить каждую ДНК в ваших телах, чтобы она больше не отражалась в следующих рождающихся клетках. Ваши клетки постоянно регенерируются и создаются новые клетки. Но если мы не изменим исходную ДНК,
новые клетки будут продолжать появляться с тем же дисбалансом. Итак, это работа зеленого луча. Конечно, да, мы также будем заниматься очищением душ. Очевидно, что путешествие предназначено для этого, но действие зеленого луча преследует именно эту цель. Затем осознайте, что процесс идет медленно, каждый маленький кусочек, который мы берем из ваших душ, соответствует одному человеку или многим людям, которые спровоцировали или что спровоцировали вы. Ваша душа. Но не отчаивайтесь, работа выполняется с большой волей, и нам удалось очистить ваши души от многих вещей. Возвращаясь к тому образу куклы, мы находимся в самой отдаленной части, и многие уже видят не такие красивые сцены. Подавляющее большинство видит только людей, они не могут точно знать, что они сделали. Но некоторые видят сцены, и это непростые сцены. И я повторяю еще раз. Мы все еще находимся во внешней части души, в самом внешнем слое. Потому что эти внутренние слои будет гораздо труднее растворить. Но это наша цель, и от вас зависит, просто разрешите это. И как вы это допускаете? Совершая путешествие прощения. С каждым поворотом мы будем углублять очистку все больше и больше. Итак, мы находимся в третьем круге. Можно сказать, что мы находимся в третьем слое, от внешнего к внутреннему. И чем глубже этот слой, тем он более окаменелый, более укорененный в душе. Но давайте двигаться медленно, мы уже успешно очистили самые внешние слои. Этот третий также является хорошим слоем. Я бы сказал, что до пятого слоя вы не будете так сильно чувствовать, вы сможете продолжать то, что делаете до сих пор. Теперь последние круги будут очень сложными. Но этого не нужно бояться, наоборот, вы будете чувствовать себя все сильнее и сильнее, потому что вся сила ваших душ возвращается. Потому что они чувствуют себя живыми, снова живыми, какими были созданы. Весь этот опыт, все эти негативные моменты уходят. И вы не захотите бросить его на полпути. Я уверен, что вы пройдете весь путь, и это будет иметь первостепенное значение для тех, кто намерен вознестись вместе с Гаей. Я всегда здесь, исцеляю каждого из вас. Не забудьте зеленый кристалл, который я дал вам в прошлый раз. При необходимости поместите его между руками и попросите баланса и исцеления. Теперь, наряду с этим, вы должны внести свой вклад. В качестве примера. Нет смысла просить меня вылечить вас от зависимости, если вы продолжаете жить с этой зависимостью. Тогда я внесу свой вклад, а вы внесете свой. И вместе мы добьемся вашего исцеления. Итак, будьте готовы к еще одной очистке, еще одному кусочку этого третьего слоя, который исчезнет. И поверьте, с каждым разом вы будете чувствовать себя все легче и легче, и особенно увереннее.